Так проходят мои будние дни. Я варю свечи, монтирую видео на YouTube. Сейчас делаю видео про Кубу. Ой, это столько работы на самом деле. Я не какой-то профессиональный монтажер, я делаю это просто как хобби. Мне это нравится, и иногда просто очень сложно, реально очень сложно собраться и как-то придумать идею и воплотить ее в жизнь. Когда много материала, я уже начинаю прям путаться. Мой творческий процесс, аромат ладан пачули, это нереалка, как вкусно пахнет. Я вот еще не расписывала эти свои свечи. Боже, ладан пачули, это что-то невероятное. Пахнет обалденски. Помните, как эти рекламы? Пачули, лаванда. Вот так хочется их рекламировать вот таким голосом, потому что это нереально какое-то блаженство, когда ты это вдыхаешь. Здесь еще очень концентрированное у меня масло, отдушка очень концентрированная, и аромат просто бомбический, реально. Советую. Кто захочет заказать у меня свечу, заказывайте ладан пачули. Это очень вкусно пахнет. Всем привет! Я тут была недавно в магазине «Подружка», купила себе кучу всяких прикольных масочек. Вот такие симпатичные, типа из Японии или Кореи, что-то такое, японско-корейское. Да, написано Made in Korea, корейские масочки. Смотрите, какие симпатичные, господи. Как же я хочу в эту страну попасть. Так, ну вот это понятно. И вот это, смотрите, Сеул, какая-то прикольная. Сейчас буду пробовать. Не знаю даже, с какой начать. Вот с этой красивенькой или с вот этой яркой. Что, конечно же, я выбрала вот эту милейшую, милашечную масочку. Made in Korea. Из «Подружки» за 129 рублей. Увлажняет на весь день, поэтому я решила, мне это нужно. Но для начала надо помыть ручки. И умыть лицо. Протереть его салфеточкой. И нанести маску. Вот так. Наносим масочку. Ой, она пахнет огурцами. Прикольно. Такой аромат свежести. Так, как это делается, господи. Интересно, у меня одно есть такое ощущение, когда я одеваю эти маски, как будто я какую-то медузу на себя одеваю. Она еще так пахнет, интересно, огурцом. Но реально запах свежести, приятно. А еще она очень тоненькая, хорошо ложится на лицо. Даже практически без складок. Вау, это супер. Ненавижу, когда складки на этих масках. Хочется, чтобы обволакивало все лицо, и каждая частичка лица увлажнялась. Вот так вот. А еще у меня есть вот такая замечательная вещь. Где-то я ее тоже покупала. Это вот когда накладываешь маски, одевать как-то так, чтобы подтягивало подбородок, шею. Но я постоянно забываю, какой стороной это одевать. По-моему, вот так. Не знаю, если вы в курсе, это вообще эффективная вещь или нет, но мне иногда прикольно. Так, наверное, нет. Наверное, не так делать. Я постоянно забываю, понятия не имею. О, вот так вот.
Если мой будущий муж, ты это смотришь, пожалуйста, перемотай. ОГП. Я красивая и без этого, поверь. Но вот так вот. И вот так вот ушки сюда вставляются. Я не часто это использую, но такая красавица. А пока мое лицо увлажняется и лифтингуется, посмотрю ютубчик. Итак, я увлажнила свое лицо масочкой, умылась, нанесла вот эту секрецию улитки. Лицо такое подтянутое, хорошо себя чувствую. Вот у меня, к сожалению, нету пока что специально такого крема, который наносишь на лицо перед макияжем. У меня такой был от Nivea, я помню, его рекламировал Рогов, и я повелась на эту рекламу. Но на самом деле реально оказался классный крем под макияж. Надо его тоже купить опять снова и пользоваться им. Вот, сейчас буду собираться. Я еще пока не знаю, что я одену. Сегодня мы, по идее, просто идем гулять с друзьями. Поэтому я сделаю просто простой макияж, обычный. Такой повседневный, нюдовый. И потом уже подумаю, что я буду одевать. Мы идем гулять по городу на экскурсию. У меня друзья, они круглый год проводят экскурсию по разным районам Москвы, рассказывают интересные истории. Вот я оставлю их телеграм-канал, можете подписаться. Они водят экскурсии за donation. Вот, идем с ними сегодня гулять по центру Москвы, изучать город. Что ж, у меня настроение вот так вот зачесать волосы сзади в пучок. Нанесу сначала тон на лицо. У меня это Пупа, тональное средство от Пупа. У меня нет никаких лайфхаков насчет нанесения тонального средства. Я просто делаю это пальчиками. У меня есть вообще вот такой от Деко спонж. Но сегодня что-то хочется пальчиками поработать. Просто я настолько хорошо сейчас поухаживала за лицом и увлажнила его, что грязным этим спонжиком не хочется трогать лицо. Надо его вообще помыть. А сегодня мне еще надо заехать в Золотое Яблоко, посмотреть минеральную пудру от бренда Экомарт. Экомарт, по-моему. Что-то такое, не помню. С эффектом фотошопа. Очень интересно попробовать мне, что это за такой эффект фотошопа. Правда ли это или неправда? Потому что у меня всегда блестит лоб. Потому что у меня здесь кожа такая, даже не знаю, как сказать, обожженная. То есть она здесь неровная, и она по-другому блестит. Потому что когда-то давно я делала себе лазерную шлифовку, вот именно на лбу. Потому что у меня здесь начала закладываться морщинка. Я подумала, боже, я не хочу морщинку. И подумала, что ее можно удалить лазерной шлифовкой. Но, в принципе, это действительно реально. Просто нужно знать, как правильно это делать. И я пошла к мастеру. На самом деле ничего хорошего с этого не получилось. Могу показать вам эти ужасные фотографии того, как это все заживало. Там действительно очень страшные. Не знаю, как девочки решаются на то, чтобы сделать шлифовку лица полностью, то есть полностью всего лица. Это выглядит ужасно, это все болит, чешется, образуется корка, болячка, это все слазит. Ты не можешь вообще выйти из дома, потому что это выглядит страшно, страшно, страшно. Я сама была в шоке вообще от своего вида в зеркале. Для меня это был большой-большой стресс. Ну, конечно, перед этим нужно все изучать. Я думала, ну ничего, у меня
как бы небольшой участок лица, все будет в порядке, все будет быстро. Но не тут-то было. Это было ужасно. Больше я такого с собой делать не буду. И вам не советую, честно говоря. Ну и вот, и получилось, что после этой процедуры у меня не совсем правильно зажила кожа, и она получилась вот такая, как бы с пупырышками, то есть полностью обожженный лоб. И я не знаю, сколько должно пройти лет, чтобы эта кожа восстановилась. Может быть, никогда и не восстановится. Но с тех пор прошло уже, наверное, года 4. Ну и вот вам моя внезапная история про ужасный опыт в косметологии. Больше я с этим связываться не собираюсь. Мы продолжим наносить косметику. После тонального крема я беру румяшки. Такие обычные румяшки, ничего особенного. Так вот наношу на щечку, на скулу. То есть я вам сейчас показываю просто мой обычный такой быстрый повседневный мейк. Беру другую кисточку, буду наносить вот этот хайлайтер для лица. Прям вот так вот на весь глазик. И здесь вверх. Я люблю это делать. Носик. Подбородок. Кудышка. Вот так вот. Не знаю, какие там есть правила в том, чтобы накладывать хайлайтер. У меня вот так это все интуитивно, рандомно. Что дальше? Дальше у меня мои старые тени от MAC. Коллаборация с Покрас Лампасом. Они все еще живы. Это было миллион лет назад. И вот эти красивые кисточки все еще я пользуюсь. Очень хорошего качества. Тени все еще мои любимые. Правда, здесь уже закончились все светлые оттенки, но не так важно. Мне в целом нужны только вот эти нюдовые, коричневые. В целом светлые у меня есть другие цвета. Таких палеток. Значит, начинаю с того, что наношу светлый оттенок в уголок глаза. И потом беру следующую кисточку, тоже от Покрас Лампаса. Это вот для темных тонов. И уже другую часть глаза прокрашиваю. И тон еще немного темнее я закрашиваю такую сторону глаза, другой угол глаза. И главное, что я делаю, что я научилась делать, это вообще кайф. Я беру вот этот самый темный оттенок, вот такую тонкую косую кисточку, и рисую себе стрелку тенями. Обожаю. Выглядит более естественно, чем просто черная подводка. Естественно и красиво. Мило. Не видно? Сейчас доделаю, вам поближе покажу. Честно говоря, хочу обновить вот эту кисточку, потому что, мне кажется, она у меня уже все растрепалась, чтобы делать еще более ровные стрелки тенями. И смотрится не так вульгарно. Ну, я не буду говорить, я не имею в виду, что обычные черные стрелки смотрятся вульгарно, но они смотрятся как бы больше по-вечернему. То есть дневной макияж, просто пойти гулять в город, наносить черные стрелки, ну, мне кажется, это too much. А вот такие светлые коричневыми тенями стрелки очень даже выглядят естественно и делают такой лисий взгляд. Лисий такой красивый глазик.
Все, осталось сделать брови и накрасить губы. Брови я делаю вот этим гелем от Vivienne Sabo. У меня из этой коллекции также есть палетка теней, тоже очень симпатичная. Вот это мой любимый цвет. Не знаю, стоит ли его сейчас наносить. Не хочу ничего такого блестящего сегодня. Поэтому просто вам показала. Еще у меня есть симпатичный очень блеск. Сейчас я попробую его найти. Показать вам. Где же он? Вот, смотрите. Тоже из этой же серии от Vivienne Sabo. Crystal. От серии Crystal. Вот он такой симпатичный. Блестящий. Так. Попробую нанести. О, боже. Причем прозрачный блеск. Даже сказала бы увлажняющая какая-то помада. Блестками. Не особо видно на камере. Там попробую поближе показать. В общем, этим гелем для бровей от Vivienne Sabo я сначала расчесываю брови. Так жирненько. Я люблю побольше этого геля. Кстати, хочу попробовать от бренда Pussy или Pussy. Точно не знаю, как правильно произносить. В общем, от этого нашумевшего бренда Pussy я бы тоже попробовала гель. Но пока что у меня Vivienne Sabo, он меня устраивает. До этого у меня был Dior. Он у меня закончился. Я подумала, ну и ладно. Dior это хорошо, но бюджетные варианты тоже могут быть неплохие. Вот, значит, я сначала расчесала гелем, подождала, пока гель высохнет, и буду фломастером прорисовывать себе пустые места в моих бровях. Куда-то они подевались, я не знаю, пооблезли. Подозреваю, что когда я делала себе ламинирование бровей, все вот так вот повылазило. Поэтому я аккуратненько заштриховываю пустые места в моих бровях. Вот так вот. Я пытаюсь рисовать брови себе такими мазками, как будто бы я прорисовываю каждую волосиночку. Поняли, да? Вот так вот. Внизу вверх, вот так. Аккуратненько. Сильно не надавливаю. Мне очень нравится этот маркер для бровей от Vivienne Sabo. Реально классная штука. То есть он идеально мне рисует эти бровки. Мне нравится, что я могу как бы решить точечно, где я хочу себе подрисовать ресничку. Ой, подрисовать себе бровку. Вот. Ну вот такой вот элегантный образ получился. Давайте доделаем губы. И я готова идти. Так, губы я обвожу карандашом от Miss Taste. Что-то такое. В общем, мне этот карандаш посоветовали. В золотом яблоке. По-моему, он там самый популярный. Он вообще есть у всех. И мой любимый блеск от Clarins. Ну и все. И еще вот этот карандаш белый. Я наношу на нижнее веко. Он делает мой глаз более открытым, более таким огромным. Ну все. Ну все, я готова. Ну что, зацените стрелочки. Такие аккуратные.
Осталось только выбрать, в чем я пойду. Ну что, вот я собралась. Оденусь просто, джинсики, топ и мои любимые кафы нацепила. Очень-очень много кафов. За окном пилят траву. Честно говоря, обожаю запах свежескошенной травы. Напишите, кто тоже такой же фанат ароматов свежескошенной травы. Я не могу выбрать сумочку. Черную или светлую? Черную или светлую? Светлую или черную сумочку? Как вам кажется, какая лучше? Итак, я быстренько заехала в Золотое Яблоко. Там не оказалось пудры, которую я искала. А здесь взяла цветную розовую тушь и цветные голубые стрелки. После я отправилась гулять по городу на экскурсию. Посмотрите на этих милейших котиков, которые мы встретили по пути. Вот мы на экскурсии. Если не нравится, это у нас ансамбль зданий Константинопольского подворья. Значит, находится в нынешней Турции, и поэтому архитектор Родионов по, скажем так, не по своему проекту, выделил деньги Александр III. И в 1783 году началось строительство вот ансамбля вот этих зданий. Очень интересные, необычные, потому что здесь, как говорят, смешивается такая византийская. Нам очень нравится экскурсия. Подписывайтесь на Ванин канал и тоже ходите на его экскурсии. Вот здесь вот. Телеграм. впервые Колобовского. Рядом с Какими-то прудами? Цветной бульвар вот там, а там мое любимое заведение Сабзиру. Офигенно, мой любимый там рамен, все очень вкусно. Легенды, то, что на самом деле здесь и перепродавали алкоголь, какой-то контрафакцию, и вообще люди любили сюда стекаться, потому что, ну, что-то могло проливаться, здесь стоял такой коньячный запах, я уж не знаю, насколько это правда, но интересный момент заключается в том, что, мол, вот эти вот машины, фуры, которые привозили коньяк, на них делались проверить, ну, что там такое, что там действительно коньяк. Склады сохранились, сейчас, как мне, конечно, никакого коньяка там нету, но, тем не менее, история сохранилась. Кстати, вот про Дюпре тоже есть такая байка, низкого качества, но с таким же названием, ну, потому что фамилия позволяет, может делать контрафакт. И, знаете, появились две фирмы, и на свадьбы, на праздники более богатым гостям на передний стол, скажем так, ставят именно вина Дюпре, а на задний, кто гости уже не видит или победнее, ставят уже вот Цезарь Дюпре вино. И идея заключается в том, что выглядят они примерно одинаковые, ну а попроще там на заднем плане на вкус. Даже подавали Дюпре в суд, и насколько мне известно, суд они это проиграли благополучно. Но это такая история про Дюпре связана. А сам... На втором этаже его украшают лорелеи. Это лица вот этих вот девушек, это русалок, девичные, что-то такое. Ну, называется лорелея, в общем. Это довольно красиво. И вот
Собственно, приехали выпить безалкогольного пива и поесть сухариков чесночных. И лучше место, чем Black Swan, я не придумала для этого. Как тебе? Нам принесли греночки. Ресторан Black Swan, а скорее паб, место с историей. В этом двухэтажном заведении в центре Москвы буквально каждой вещи, столам и фурнитуре не менее 100 лет. Создатели в течение 2 лет по крупицам собирали винтажные предметы, привозили из Европы и старинных особняков России. Каждый зал здесь имеет свою тематику, а как говорит сам автор проекта Денис Бобров, они с командой скупали предметы в безызвестных уголках провинциальной Англии, Шотландии и Ирландии. Дубовые столы, старинные фонари, портреты аристократов, лавки, книги, люстры и бесчисленные мохнатые трофеи из старинных лавок таксидермистов. Даже 200-летний пол был привезен из старой вискокурни. В заведении в основном мясная кухня и различные закуски к пиву, которого здесь продается в изобилии. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, обязательно комментируйте, что вам нравится и не нравится в моем влоге. Ваша обратная связь очень важна для меня. Увидимся в новых влогах. Всем пока!